Я Мэтт, а вам привет, хорошие мои! Сегодня мы с вами продолжим изучать базовые элементы контактного стаффа. В прошлом выпуске мы с вами разбирали базовое исполнение трех элементов. Сегодня мы доведем их до ума и, конечно же, выучим что-нибудь новенькое. Но для начала упражнение. При изучении фиштейла поначалу многие слишком напрягают кисть, а сама ладонь выглядит не лучше медвежьей лапы. Расслабьтесь. Для четкого управления вам достаточно сложить пальцы вместе, выпрямить ладонь и приподнять запястье. Выглядит это значительно опрятнее, да и движение будет более естественным. Тем более, что перенапряженная кисть не только выглядит неестественно, но и мешает при выполнении отдельных вариаций и переходов. 2-3 часа и запястье привыкнет к этому положению, а ваши элементы станут чище. А это упражнение нам сегодня еще пригодится. Его суть – научиться контролировать падение стаффа, даже если рука находится не на центре. Сила и момент придания импульса – вот ключ к успеху. Первая ошибка, которую вы можете допустить, это реагировать с опозданием, когда стафф уже начал падать. Вторая – это торопиться и сбиваться с ритма, который вы задали стаффу в начале выполнения элемента. Третья ошибка – гасить инерцию слишком сильно или не гасить вовсе. При выполнении представьте 3 точки, одну в центре, 2 равноудаленные слева и справа от него. Касайтесь только их и держите один и тот же темп и силу, с которой вы подбрасываете стафф. Ну а мы переходим к элементам. Итак, первый сегодняшний элемент – это доработанная версия пендулума, которую мы разбирали с вами на прошлом видео. Разница заключается в движении локтем и кистью. Обратите внимание, если в прошлом пендулуме точкой остановки было горизонтальное положение с упором в подмышку, то теперь мы добиваемся остановки за счет опускания руки вниз, пока стафф не примет горизонтальное положение. Такое выполнение и является классическим для этого элемента. И выглядит опрятно, и по ощущениям приятно. В качестве второго элемента мы с вами разберем пендулум 360, только без поворота вокруг себя. Вот здесь-то нам и пригодится упражнение «Лови баланс». Очередность выполнения следующая. Начинаем с обратного фиштейла. Когда стафф сзади принимает горизонтальное положение, вместо того, чтобы выводить его вперед, мы подбрасываем его и переносим руку к краю, ближе к нам. Из-за дисбаланса стафф начинает падать, и в этот момент мы, используя его инерцию, заводим его за спину, где подхватываем вторым запястьем. При выводе из-за спины, когда стафф примет горизонтальное положение, мы снова подбрасываем и перемещаем руку к центру или чуть дальше от него. А затем, пользуясь его же инерцией, мы снова выводим его вперед, все тем же обратным фиштейлом, только уже на левой руке. Третий элемент – это фиштейл, только на этот раз не с одним битом, а с 2. Это очень простой элемент. У многих он получается даже раньше, чем обычный фиштейл. А все из-за того, что контролировать его в положении закрытого запястья проще. Для его выполнения, в момент, когда стафф принимает горизонтальное положение перед вами, не выводите его назад, как при обычном фиштейле, а сделайте балансир. Таким образом, стафф сделает дополнительный бит перед вами. Оставляя запястье в закрытом положении, перенаправьте стафф за себя. За счет инерции стафф сам вернется в положение, привычное обычному фиштейлу. Все, что надо, немного довернуть локоть и плечо назад, чтобы не сбить плоскость. В противном случае, в момент перевода, вы заденете себя, а стафф упадет. Ну и напоследок возьмемся за что-нибудь новенькое. Neck. Несмотря на свою простоту, neck, наравне с фиштейлом, является одним из ключевых элементов. Он участвует в доброй половине классических и гибридных вариаций различных семейств. Как и все в контактном стаффе, neck бывает как вертикальный, так и горизонтальный.
Но сегодня мы заострим свое внимание именно на горизонтальном. Прежде всего, разберем основные ошибки, которые мы можем совершить при его изучении. И первым в списке идет наклон корпуса вперед. Вторая распространенная ошибка – наклоны в бока. Третья – это отход назад из-за страха получить удар трубой в лицо. Внимательно посмотрите на то, какую работу совершают плечи при выполнении элемента. При изучении прежде всего смотрите на плоскость. Запускать нужно строго горизонтально. Также не обходите вниманием и центр стафа. Для чистого исполнения он должен приходить ровно на шейные позвонки. Минут 15, и вы будете делать этот элемент, не задумываясь. А на этом все, друзья. Подписываемся, ставим лайки и увидимся в следующих выпусках. Пока!